Чем больше погружаешься в мир растений, тем чаще открываешь для себя красивые экземпляры, которые довольно редко встречаются в наших садах. А ведь многие из них не только ничем не хуже популярных и всем привычных цветочных культур, но и по своим характеристикам их даже превосходят. По этой причине я решила создать серию роликов о редких красивых растениях, которые заслуживают внимания садоводов. Кстати, об одном таком красивейшем цветке с потрясающей и редкой окраской я недавно выпустила ролик. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. Я, как и многие, очень люблю цветы сине-голубой палитры. Эти расцветки не часто встретишь в природе, но они удивительным образом привносят в наши сады особую свежесть, ощущение чистоты и воздушность. Сегодняшнее видео о совершенно неприхотливом многолетнике с цветами ярко-синего цвета. О нем немногие знают. Называется он катананхе. По неприхотливости в уходе и цветению его многие сравнивают с васильками и цикорием. Но на самом деле у катананхи цветы более выразительные, и цветет она намного обильнее и продолжительнее. По каким-то причинам катананхи мало кто выращивает в садах средней полосы. А ведь этот выносливый многолетник не только хорошо переносит жару и временную засуху, но и хорошо зимует, выдерживая без укрытия морозы до минус 30 градусов. О катананхе издревле ходит множество суеверий, связанных с обрядами и приворотами. В народе его еще называют стрелами Купидона. Например, в Древней Греции эти цветы использовали для изготовления любовных напитков. Считалось, что катананхе способна привлечь любовь. Так это или нет, судить сложно. Но то, что этот нежный и обильно цветущий многолетник способен преобразить своими небесными цветами любой цветник и уголок летнего знойного сада, это факт, с которым сложно поспорить. Тем более, что ухода катананхе от вас практически никакого не потребует. С таким растением вполне справятся даже начинающие цветоводы. Кстати, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие похожие цветы с небесной окраской вы можете посоветовать для создания малоуходного цветника. Я буду благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Цветение катананхи начинается уже с мая, в зависимости от региона произрастания, и продолжается все лето, вплоть до прихода первых морозов. На сегодня выведены разные сорта катананхи, не только с голубой, но и с другими окрасками. Очень красивая махровая катананхи. В одном соцветии может насчитываться сразу несколько некрупных цветков, что смотрится как настоящая цветочная россыпь. Чтобы этот многолетник показал себя во всей своей красе и пышности, его лучше высаживать на открытых солнечных участках. Грунт лучше использовать рыхлый, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Также считается, что на 3-4 год жизни растения желательно омолаживать делением корневища. Таким образом получится сохранить его высокую декоративность и обильное цветение. Хотя благодаря своему самосеву катананхе способна хорошо разрастаться и обновляться самостоятельно. Этот цветок легко вырастить из семян. Посев на рассаду проводят в конце марта или сразу же в открытый грунт в апреле. Их также можно посеять на постоянное место в саду под зиму. Схожесть семян сохраняется не менее 3 лет. Из болезней и вредителей на этом многолетнике ничего подобного не замечалось. Растение показало себя не только высокодекоративным, но и очень выносливым. Однако катананхе не любит кислых почв и частого переувлажнения, хотя от полива в засушливую погоду не откажется. Этот нежный цветок хорошо растет даже на бедных дренированных грунтах со слабощелочной реакцией. Любит известковые почвы, много солнца и не терпит затенения. Точнее сказать, в тени он расти будет, но обилие цветов вы не увидите. Зато на солнечной клумбе катананхе покажет себя во всей своей красе, образуя пышные куртины с россыпью многочисленных голубых соцветий. Кусты вырастают около 60 см высотой, до 1 метра. Цветы могут быть окрашены в сине-голубую, розовую, сиреневую, белую,
желтую и фиолетовую палитру в зависимости от своих сортовых разновидностей. С помощью катананхи можно создать невероятный по красоте ландшафт в средиземноморском стиле. Ее кусты часто используют в качестве сине-голубого фона или пышного бордюра, особенно в сочетании с декоративными злаками, желтыми и огненными цветами. Подобные композиции смотрятся очень эффектно, так как в пик своего цветения с мая по июль катананхи сплошь покрывается небесными махровыми ромашками диаметром около 5 см, которые словно светятся в лучах солнца. При небольшом дуновении ветра стебли катананхи динамично раскачиваются, освежая сад своей синевой. Чтобы тонкие ветки не распадались, куст можно подвязывать, хотя это совсем не обязательно. Катананхи может спокойно расти даже в местах постоянных сквозняков. Это растение отлично подходит для составления зимних букетов в качестве сухоцвета. С помощью неприхотливой катананхи легко придать своему саду особую романтику, воздушность, свежесть и динамичность. Этот цветок практически не потребует от вас никакого ухода и будет отлично смотреться в групповых посадках в общем цветнике. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч в нашем добром саду.